Маркетинг интернет-магазина. Маркетинг – это процесс по созданию прибыли за счет увеличения продаж и сокращения расходов. Основная задача маркетинга – создавать поток готовых к покупке потребителей для вашего интернет-магазина. Давайте посмотрим, откуда же эти готовые к покупке потребители берутся в сети интернет и как мы можем создать их поток с минимальными расходами. Сейчас много споров и обсуждений относительно самого эффективного способа привлечения клиентов в сети интернет. Попробуем разобраться, какой способ в каких случаях эффективнее. Первое, что нужно сделать, это определить спрос на ваш товар. Ведь если в настоящий момент спроса нет, например, вы выводите на рынок новую разработку, о которой еще никто не знает, то придется его создавать, что дело нелегкое и довольно затратное. Определение спроса. В интернете определить спрос на тот или иной товар очень просто. Достаточно проверить, насколько часто люди ищут такие слова, которые характеризуют ваш товар. Самый легкий способ измерить спрос – использовать инструмент под названием WordStat. Для этого составляем список всех возможных словосочетаний и проверяем количество запроса по ним. Складываем эти показатели и получаем представление о размере нашей потенциальной аудитории. Например, нетбук можно описать совершенно разными выражениями, но все они характеризуют маленький компьютер под названием нетбук. Если цифры, которые вы видите в WordStat, вас вполне удовлетворяют своим размером, спрос на товар есть, значит, можно двигаться дальше и думать, как же привлечь всех этих людей, которые ищут ваш товар, на ваш сайт. Если же вы еще не определились, чем вообще будете торговать, вот вам маленькая подсказка в помощь. Основной поток клиентов в сети интернет приходит на сайты из поисковых машин, но приходить они могут разными способами. Первый способ – контекстная реклама. Определить, какой способ лучше всего подходит для развития вашего интернет-магазина, можно, сравнив эффективность привлечения посетителей разными способами. Представьте, что контекстная реклама привела к вам 1000 человек за неделю, и каждый 10-й обратился к вам за покупкой. При средней величине чека в $100 оборот вашего интернет-магазина составит $10 000. Но что же с затратами? Переходим в сервис планирования бюджета контекстной рекламы. Вводим в поле свой запрос и жмем кнопку «Посчитать». В результатах вы увидите количество показов и планируемых переходов по этому запросу, цену за клик, переход на ваш сайт и приблизительную сумму бюджета в месяц. Помните только, что при использовании контекстной рекламы вы платите за переходы на ваш сайт, и прекратив оплачивать объявления, вы посетителей на сайт уже не получите. Преимущество контекстной рекламы состоит в том, что она позволяет быстро получить покупателей уже на второй день после запуска кампании, что позволяет ее использовать для таких нужд, как, например, тестирование эффективности страниц вашего сайта. Второй способ – естественное продвижение или поисковая оптимизация. Поисковое продвижение без проблем может вам привлечь такое же большое количество посетителей, как и контекстная реклама. Основной минус состоит в том, что требуется время на раскрутку сайта. Плюс в большинстве случаев затраты в расчете на одного привлеченного клиента будут существенно ниже. Как это можно посчитать? К примеру, если SEOшники говорят вам о том, что стоимость выведения высококонкурентного запроса в топ будет $1000 и срок 4 месяца, то через 4 месяца и $1000 вы оказываетесь в топе, и все переходы на ваш сайт идут уже бесплатно. Но эта чудесная схема работает только в том случае, если продвижение вашего сайта осуществляется навсегда, то есть с использованием вечных ссылок и статейного маркетинга. Если же вы выбрали для себя тариф с помесячной оплатой, тогда стоит сравнить размер месячного бюджета на продвижение с бюджетом контекстной рекламы. Так как при неоплате временных ссылок хотя бы за 1 месяц, взяли вы автомобиль в кредит и на продвижение сайта вам уже не хватило, позиции сайта начнут медленно, но уверенно падать. Также уверенно начнет иссякать и поток посетителей, так как 90% посетителей приходят в те магазины, которые находятся на первой странице выдачи поисковых систем. Поэтому для своих проектов мы используем только продвижение навсегда, что и вам рекомендуем делать, чтобы быть уверенными в том, что вы будете в топе независимо от динамики вашего финансового состояния. Если вы все же выбрали поисковое продвижение с помесячной оплатой, сравните стоимость продвижения запроса с контекстной рекламой. Это может выглядеть примерно так. Как видно из таблицы, стоимость поискового продвижения запроса контекстной рекламы примерно в 10 раз меньше, чем стоимость переходов по рекламным объявлениям контекстной рекламы.
Стоимость поискового продвижения вы можете узнать, отправив запрос в одну из компаний по продвижению сайтов. Это, конечно, очень грубый способ расчета, и цифры вы получите далекие от реальности, но даже такой способ позволит вам сделать правильный выбор в пользу того или иного способа привлечения клиентов. В этом ролике мы рассмотрели два основных эффективных способов привлечения клиентов в сети интернет, через которые проходит основной трафик. Один быстрый, другой дешевый. В следующем ролике мы рассмотрим такие способы рекламы, как реклама на тематических сайтах и форумах, в социальных сетях, директ-маркетинг. Подписывайтесь на наш видеокурс и привлекайте больше клиентов для вашего интернет-магазина.